Привет-привет, меня зовут Надя. Рада видеть вас на своем канале о вязании. Сегодня мы будем вязать еще одну шапочку спицами из полушерстяного шнура Нуга от пряжи Центр из одного мотка. В одном моточке здесь 250 грамм и 50 метров. Я специально рассчитываю шапочки так, чтобы у меня уходил ровно один моток на одну шапку, потому что мне кажется, два мотка на шапку как-то многовато, пряжа и так довольно тяжелая. Ну и давайте начинать. Итак, как я сказала, для вязания мне потребуется один вот такой моток пряжи Нуга. Цвет у меня латте. Спицы. Я беру круговые спицы номер 12. От одного кончика спицы до другого кончика здесь ровно 80 сантиметров. Также немножко маркеров. Ножницы, крючок, нитка с иголкой, все как обычно. Перед тем, как начать вязать из этой пряжи, ее нужно смотать клубок. Вот честно, очень неудобная упаковка. Упаковка в виде пасмы. Видите, я на ваших глазах развязала края, и она вся рассыпалась. Естественно, вязать из такой формы упаковки просто невозможно. Ну, получается, что приходится еще и нить все время разматывать. Поэтому я смотаю сначала нить в клубочек сама, а потом уже буду вязать. Беру одну спицу для набора петель на спицы. При вязании из толстой пряжи я использую одну спицу и откладываю, наверное, сантиметров 60-70 хвостик. Одна нить у меня идет от клубка, она обвивает указательный палец, хвостик, вот этот вот 60-70 идет от большого пальца. Здесь я буду делать классический набор петель на спицу. Вставляю одну спицу, завожу одну спицу за нить, поворачиваю по часовой стрелке, вставляю спицу под петлю на большом пальце и подхватываю нить с указательного пальца. Опять вставляю спицу под петлю на большом пальце, подхватываю петлю с указательного пальца. В петлю на большом пальце, подхватываю петлю с указательного пальца. Таких петель мне нужно набрать 36. Число петель в моей шапке должно быть кратно 4. Вяжу я на размер примерно 55 сантиметров. Итак, я набрала 36 петель. Дальше смыкаю вязание в кольцо, перевожу как бы петли с одной спицы на другую. Вот так. Здесь следите за тем, чтобы у вас не было перекрута, чтобы вы не держали спицы вот так, да? То есть, чтобы у вас все петельки смотрели наружу, как сейчас у меня. И начинаю вязать первый ряд резинкой. Я буду вязать один к одному. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Все петли я вяжу классически. Снова одна петля лицевая, одна петля изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжаю так вязать до конца ряда. Последние петли, смотрите, самая последняя петля идет с хвостиком. Можно повесить на нее маркер, можно просто вот хвостик обозначает последнюю петлю. Лицевая, изнаночная. Так как я набирала четное количество петель, то у меня все сходится, у меня в конце нет двух подряд одинаковых петель. Продолжаю вязать резинкой на нужное мне количество рядов. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Все петли вяжу классическими за переднюю стенку. Я свяжу 6 рядов для резинки. Можно больше, можно меньше, как вам больше нравится. Эти ряды, эта резинка будет у меня имитировать отворот. На самом деле отворота в моей шапке не будет, просто потому что она и так очень толстая. И тогда нужно, наверное, не из одного мотка пряжи вязать шапку. Поэтому отворот здесь будет просто сымитирован резинкой. В общем, продолжаю вязать так. Одна лицевая, одна изнаночная на высоту 6 рядов. Связала я 6 рядов для резинки, и получается у меня где-то высота резинки тоже 6 сантиметров. И дальше я перехожу на вязание лицевой гладью, то есть все петли лицевые по кругу.
все ряды лицевые и вяжу примерно еще на высоту 11-12 сантиметров. Я свяжу нужное количество рядов в высоту и скажу, сколько рядов получилось у меня. Все петли лицевые по кругу. В итоге я провязала лицевой гладью примерно 15 рядов. На этом я решила закончить основную часть шапки. Дальше я буду делать убавки для макушки. Смотрите, всего высота петли на спице я не считаю, но приблизительно 17 сантиметров. Дальше мне потребуется маркер. Мы набирали в начале 36 петель. 36, если я поделю на 4, я хочу сделать такую куполообразную макушку. Равномерно 4 клина. 36 делю на 4 получается 9. Соответственно, у меня, если 9 петель, это будет размер моего купола. Середина девятки это 5, поэтому отсчитываю от левой спицы 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вешаю сюда один маркер. Дальше отсчитываю 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вешаю опять один маркер. Опять отсчитываю 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова вешаю маркер. Последний раз отсчитываю 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, все правильно. И у меня остается еще 4 петли. На правой спице. 1, 2, 3, 4. Все верно. И дальше перехожу на вязание макушки. Вязать макушку я буду с убавками и буду делать убавки по 3 петли вместе, но с помощью крючка. Просто потому что мне так удобнее, чтобы не слишком сильно вытягивать свои петли. Вяжу лицевые петли до петли перед маркером. Вот я дошла до петли перед маркером, и дальше смотрите, вставляю крючок. Сейчас я возьму поменьше крючок. Вставляю крючок в петлю с маркером и в петлю перед ним, то есть 2 петли вместе. Сбрасываю их со спицы, вставляю крючок еще в следующую петлю, тоже сбрасываю со спицы. Получается у меня 3 петли на крючке, но центральная из этих петель, та, которую мы отметили маркером, она идет у меня первой. Соответственно, если я сейчас провяжу все это вместе, она будет у меня верхней. Провязываю 3 петли вместе с помощью крючка. Это можно сделать и спицей, но мне не нравится в толстой пряже использовать спицу при убавках, просто можно очень сильно вытянуть ваши петли. Возвращаю петлю на правую спицу и подтягиваю ее по размеру остальных петель. С остальными убавками делаю то же самое. Вяжу опять до следующего маркера все петли лицевые. Итак, вот я дошла до второго маркера. Здесь делаю то же самое. Вставляю крючок в 2 петли, в петлю с маркером и в петлю перед ней, так как будто бы я провязываю их лицевыми. Сбрасываю эти петли со спицы, подхватываю еще одну петлю на левой спице, получаю 3 петли на крючке и провязываю их вместе. Возвращаю провязанную петлю на правую спицу и подтягиваю ее по размеру всех остальных петель. Продолжаю вязать до конца ряда. Здесь мне нужно сделать еще 2 таких убавки, вот у этого маркера и вот у этого маркера. Вяжу все лицевые до конца ряда. Итак, это был 16 ряд. 16 ряд был с убавками. Мы убавили в этом ряду 8 петель. Соответственно, у меня осталось
28 петель. 17 ряд будет просто лицевые по кругу, без убавок. То есть мы будем повторять, так как я делаю очень много убавок сразу в одном ряду, то мы будем повторять ряд с убавками, ряд без убавок. То есть вот этот ряд, 17, он вяжется просто все лицевые по кругу, без убавок. А следующий ряд опять будет с убавками по точно такой же схеме. Здесь еще смотрите, как у вас получается надета на спицу вот эта петля, которая образовывала убавку, ее провяжите правильно, не за заднюю стенку. Но это в зависимости от того, как вы ее надели, когда сбрасывали. Итак, вяжу 17 ряд, все лицевые, без убавок. Итак, следующий ряд снова с убавками, это будет 18 ряд. Здесь я провязываю 3 петли лицевыми. Дальше смотрю, у меня идет петля перед маркером, вот он маркер, петля с маркером и петля за ней. Делаю все то же самое. Сбрасываю сначала 2 петли вместе, сбрасываю их с левой спицы на крючок и затем сбрасываю еще одну петлю на крючок. 3 петли вместе провязываю с помощью крючка. Возвращаю петлю на правую спицу и подтягиваю ее по размеру остальных петель. Вяжу этот ряд. Все остальные убавки в этом ряду делаю точно так же. Вот опять точка с убавкой, здесь точно так же 3 петли вместе. Опять точка с убавкой, 3 петли вместе. Убавка, 3 петли вместе. Следующий ряд 19, и в 19 ряду просто все лицевые. До конца ряда. Смотрите, петель на спице становится все меньше и меньше. Я опять убавила 8 петель, и круговыми спицами становится вязать все неудобнее и неудобнее. Я бы, конечно, перешла на чулочные спицы. Если у вас есть чулочные спицы нужного размера, то переходите на них. У меня 12 чулочных спиц нету, да и вообще в природе очень редко встречаются чулочные спицы номер 12, но у меня есть чулочные спицы номер 10. И я, пожалуй, перейду на них, потому что мне очень сложно вязать этими круговыми. Я больше времени трачу на продергивание вот этой лески, и вот здесь у меня уже даже одна леска сломалась. В общем, вяжу 19 ряд, все лицевые по кругу, а в следующем ряду опять возвращаюсь к убавкам. 20 ряд, и здесь снова делаю убавки по такой же схеме. Сначала, вот смотрите, у меня начало ряда, да, и я оказываюсь прям почти у точки, где нужно сделать убавки. Одну петлю я еще провязываю лицевой, и дальше мне нужно опять 2 снять, как лицевые, снять следующую за ним петлю и их все 3 провязать вместе лицевой. Здесь опять делаю убавки, точно так же убавляю по 2 петли с каждого маркера. Соответственно, в этом ряду мы тоже убавим 8 петель. Опять вяжу лицевыми до следующего маркера. У меня просто маркер с изнаночной стороны остался, поэтому не обращайте на это внимания. Опять 2 вместе снимаю. Следующую за ними снимаю и провязываю их лицевыми. Довязываю этот ряд до конца. Мне остается сделать еще 2 такие убавки. Итак, следующий ряд 21. Его я уже делаю не по схеме, весь ряд лицевыми. Здесь также продолжаю убавлять все по той же схеме 3 вместе, пока у меня не останется всего 4 петли в круге. То есть опять, видите, сразу уже нахожусь у той точки, где нужно делать убавку, и сразу же начинаю делать убавочку. 2 петли снимаю как лицевые, снимаю 3-ю за ними петлю и провязываю ее как лицевую. Так.
Дальше у меня тоже сразу же идет убавка. Опять 2 петли снимаю. И беру 3-ю петлю. Она у меня оказалась уже на следующей спице. Так. Возвращаю на правую спицу. Опять 3 петли вместе. И еще одна убавка в этом ряду у меня осталась. Так, одна спица у меня упала. Раз. Вторая петля. Подтягиваю. Вот у меня осталось всего 4 петли. Раз, два, три, 4. Соответственно, шапку я закончила. Дальше делаю просто закрытие этой макушки. Вставляю крючок в петли, подхватываю рабочую нитку, вытаскиваю ее через эти петли. Опять вставляю крючок в петли, опять подхватываю рабочую нитку и опять вытаскиваю. Клубочек, кстати, здесь совсем маленький уже остался. Но если вы хотите шапочку повыше и, допустим, ей побольше рядов резинкой сделать, то вполне видите, сколько метров нити я еще выматываю. У меня, в принципе, осталось еще на несколько рядов этой пряжи. Так, затягиваю макушку. Вот какая у меня получается макушка. Можно снять отсюда маркеры. Здесь вот мы убирали по 3 петли. И видите, для того, чтобы у меня по верху моей шапки пошли вот такие красивые косички, нужно было именно делать такой прием, как я делала. 2 петли сначала снимала, потом подхватывала 3-ю петлю. И получалось, что вот центральная из этих 3 петель, она ложится тогда верхней и образует вот такие косы по лицевой стороне. Дальше нужно еще спрятать вот этот хвостик. Помните, у меня была наборная петля. Вставляю крючок сначала с изнаночной стороны в перемычку. Вот здесь нахожу перемычку и подхватываю наборную петлю. Потом подхватываю просто хвостик и вывожу его на изнанку. Для того, чтобы просто ряд сомкнулся красиво. На изнаночной стороне, так как хвостик представляет из себя, так как нить моя представляет из себя шнур, я просто распускаю его практически под корень, подхватываю 1 петлю, 2-ю, 3-ю с помощью маленького крючка. 4-ю петлю делаю побольше, подхватываю ее крючком и вывожу через остальные петли. Так, смотрите. И дальше эту маленькую тонкую нить просто прячу на изнанке. С нитью, которая идет от макушки, я поступаю точно так же. Прячу нить на изнанку, опять-таки с помощью крючка. Там я ее тоже подрежу практически под корень.
И точно так же распущу этот шнур и затем его подошью к самой шапке. И вот посмотрите, какая шапочка получилась у меня. То есть у нее простой такой четырехклинный забор макушки. Здесь по краю идут косы. Мне кажется, это очень простая базовая шапка. Здесь нет каких-то дизайнерских наворотов. Но такая шапка, на мой взгляд, идет всем. И молодым, и тем, кто чуть-чуть постарше. Да даже можно ребенку такую шапку связать, если набрать меньшее число петель. Высота моей шапочки от макушки до края приблизительно 23 сантиметра. Но у меня осталось еще, наверное, метра 3 нити от одного мотка. И если вы хотите сделать шапку повыше, макушку повыше, то, пожалуйста, экспериментируйте. Надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было для вас полезно. Не забывайте ставить свои лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои вязаные шапочки. Спасибо за внимание. Пока-пока.